Сегодня расскажем, как правильно вести себя в миграционной службе и разберем, с какими сложностями вы можете столкнуться в процессе оформления ВНЖ в Болгарии. Эти советы помогут избежать лишнего стресса и быстрее справиться с поставленной задачей. Будьте вежливы и терпеливы. Миграционные службы в Болгарии могут быть перегружены, а сотрудники под большим давлением. Доброжелательное отношение часто помогает сгладить любые недоразумения. Следуйте указаниям сотрудников. Даже если логика действий кажется странной, важно внимательно слушать и следовать инструкциям. Это сэкономит время и нервы. Подготовьте документы заранее. Проверьте их несколько раз. Если возможно, уточните требования именно в вашем регионе, так как они могут отличаться. Будьте готовы к неожиданностям. Иногда могут понадобиться дополнительные справки или документы, о которых заранее не упомянули. Сохраняйте спокойствие и уточняйте, как быстро вы можете их предоставить. Обычная практика – недостающие документы вы можете донести в течение 3 дней. А если и этого времени недостаточно, вы всегда можете подать прошение продлить этот срок. Если же и этого недостаточно, и вы можете себе позволить подать документы позже, лучше взять паузу, подготовить полный пакет документов с учетом новых вводных и уже тогда подать свое заявление. Возможные сложности. Неполный или неверный пакет документов – это одна из самых распространенных проблем. Некоторые документы могут потребовать на месте, хотя в списке требований они отсутствовали. Совет. Возьмите с собой копии всех документов и дополнительные справки. Они могут пригодиться. Языковой барьер. Если вы не говорите по-болгарски, это может усложнить общение. Совет. Возьмите с собой переводчика и заранее подготовьте перевод всех документов. Задержки в сроках рассмотрения. Даже если все сдано правильно, сроки иногда растягиваются из-за внутренней перегрузки системы. Совет. Регулярно уточняйте статус вашего дела и сохраняйте копии всех подтверждений. Непонятные требования. В разных регионах сотрудники могут трактовать законодательство по-своему, добавляя требования, которые не прописаны в законе. Совет. Ссылайтесь на актуальные правовые нормы, но делайте это корректно и без конфликта. Если у вас есть возможность предоставить документы, лучше это сделать. Принцип «качать права» иногда может обернуться против вас. Что делать, если возник конфликт? Если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, постарайтесь не спорить, а записать фамилию сотрудника. Попросите связаться с руководителем или уточнить приемное время. При необходимости вы можете подать официальную жалобу. Для этого попросите книгу жалоб или свяжитесь с вышестоящей инстанцией. Следуя этим рекомендациям, вы можете облегчить процесс подачи документов и минимизировать возможные проблемы. Помните, что предварительная подготовка и спокойствие – ваши главные союзники в миграционной службе.